Всем привет с Америки! В этом видео расскажу про свой первый рабочий день на Amazon Prime. Еще вообще не имею представления, как все пройдет. Смотрите видео, и мы вместе узнаем скоро. Так, забираю машину, ехать полчаса. 18 миль, конечно, далековато, я потому и взял машину в аренду. Кстати, кому интересно, как взять машину в аренду, смотрите мое прошлое видео. Такую машину я взял за $250 за 4 дня. В общем, история такая. Платная дорога стоит $18. Да, до хера, там какой-то тикет надо купить, и она тебе будет дешевле, но в общем $18. Я заехал с левого ряда, всего рядов было 5, может даже больше. Но я не посмотрел, а мне надо было поворачивать направо. Я просто не успел перестроиться из-за того, что было много машин и меня не пропускали. Мне пришлось выезжать с платной дороги и опять заезжать. В общем, добрался я на работу за $36. И напишите в комментариях, как вам вообще цена за дорогу, просто проехать, буквально 15 минут я по ней ехал, и надо $18 заплатить. Я не знаю, я в шоке, это реально дохера. А работать я буду на таком стареньком или на новеньком. Конечно, хотелось бы на таком, он и поменьше, и вообще будет на нем, конечно, удобно. Чуть-чуть больше легковой машины. Легковая машина. И так выглядит фургончик. Due to the gross vehicle weight of box trucks and step vans exceeding 10,001 pounds, the federal government has put measures in place to ensure only qualified drivers operate these types of vehicles. Так, мы быстро прогулялись и нам показали склад. Так выглядит загрузка машины. Плюс, что эту корзинку самому не нужно искать, ходить по складу. Вам ее привозят, вы только должны закинуть посылки в свою машину. Извиняюсь, что это фотография, а не видео. В первый день не хотел ничего снимать, так как у меня уже опыт увольнения из-за ютуба есть. Поэтому как-то так. Ну что, это где-то длилось 5 часов. Постоянно всякие слайды смотрели, а в конце тесты были. Блин, тесты нереально тяжелые. Там был 21 вопрос, и надо было ответить на 19. Я каким-то чудом ответил, ну как чудом, как обычно, списал, короче, я. Сейчас буду ехать домой, завтра на 8 часов, только уже в другое место, оно тут рядышком находится. Я уже дома, заказал себе еду в Макдональдсе, вот мне привезли. Это обычный Биг Мак, вышел $12. Встретимся уже завтра. Завтра я буду водить машину, расскажу вам свои впечатления, как у меня получилось, не получилось. И надеюсь, завтра у меня получится списать опять тесты. Всем доброе утро, сейчас уже в машине. Сегодня я решил выехать пораньше на работу, чтобы разобраться с платной дорогой. Мне сказали, что там, получается, есть разные кассы, и мне нужно ехать там, где написано Cash или All Service. Я возьму этот билетик, и когда буду выезжать, из-за того, что я буду ехать недолго по платной дороге, мне это выйдет всего там $5 или $6. А когда я без билетика заехал, они мне, получается, взяли как полную стоимость этой дороги. То есть, если бы я там проехал по ней, не знаю, там 3 часа или 4 часа я по ней ехал. В общем, как-то так, скоро все узнаем. Да, ты как Мерлин Монро, как сладкое вино. Чуть не забыл позавтракать. Вот такие вот цены. Можете поставить на паузу и посмотреть. Как-то так. Сейчас куплю и скажу вам, сколько потратил. На завтрак взял себе среднее латте. И 2 таких пончика, я даже не знаю, как это правильно сказать. В общем, вышло $8. Когда въезжал на платную дорогу, уже искал Cash, All Service, чтобы взять этот тикет и потом заплатить меньше. Не было никакого тикета, я не знаю, я уже остановился, вышел с машины, посмотрел, нигде ничего не было. Ну, сегодня я заплатил не $18, а 11. Не знаю, от чего это зависит, от их настроения или от дня недели. Если вы там разбираетесь, напишите в комментариях, будет интересно почитать. Еще, кстати, из таких минусов Соединенных Штатов после Канады, я не знаю, как там в наших странах, это водителя просто все агрессивные, вас никогда никто никуда не пропустит. Я вот останавливался на знаке стоп, и просто передо мной влетала машина и начинала поворачивать с крайнего левого ряда. И здесь такое очень часто. А когда вы въезжаете на трассу, и у вас как разгоночная полоса, и вы должны перестроиться, ну, я не знаю, меня за 3 дня еще ни разу не пропустили. Я считаю, это реально минус. Часто можно заметить, как идет пешеход просто по дороге и едет водитель. Это никакая не аварийная ситуация, просто водитель начинает ему сигналить, и пешеход просто останавливается посреди дороги. Что-то там ему руками показывают, орет, и они оба расходятся недовольные. То есть тут реально люди нервные, как бы, ну, это правда. А я тем временем на месте.
Вот так выглядят траки. Извиняюсь, что снимаю через стекло. Заходить снимать не хочу, потому что уволят на второй день. Рановато. Сейчас найду вход и буду ездить. Я обязательно вам расскажу, как впечатление. Тяжело, не тяжело. Решил все-таки снять. Уволят, значит уволят. Столько машин. Они стоят, видите, в 4 ряда. Здесь возле стеночки. Как-то так. Ну, немало. Надо же учитывать, это еще не один склад. То есть таких складов много по городу. Нам сказали, что мы можем сидеть в машинах и все по очереди будем тест проходить. Видите площадку? Сейчас как раз удобно. Посмотрю, что он будет делать, потом сделаю то же самое и все. Я сдал тест, можете меня поздравить. Вообще было легко, тут чуть-чуть проехать вперед, и в основном мы ехали назад. А в машине есть задняя камера, и она прям реально классно все показывает. То есть тут любой дурак справится. Сказал, что очень хорошо. Мы сейчас ждем, еще 5 человек должны сдать тест. И после этого едем, и самое тяжелое, это будут опять тесты после каких-то там видео. Надо будет, короче, списать. Многие из вас пишут по поводу документов, если нет разрешения на работу и, в общем, все в этом духе. Расскажу вам такую историю. Недавно я нашел работу на бокс-траке перевозить машины. Я думаю, вы догадываетесь у кого, но не будем называть имен, чтобы никому не было всяких неприятностей. Так вот, меня не взяли на работу только потому, что у меня есть разрешение на работу. Мне сказали, что у меня нет смысла брать, так как через 2 месяца я заработаю денег и пойду учиться на CDL. Я говорил, что нет, я буду работать на бокс-траке, но сказали, что такая практика, так делают все. Все зарабатывают деньги и уходят. И ищут, в общем, людей без документов. То есть, представляете, вот вам Америка, что с разрешением на работу вы можете пойти на Amazon и зарабатывать 4000, а без документов просто вам нужны водительские права. А водительские права в Соединенных Штатах может получить любой человек. Это, конечно, все зависит от штата, но вот там в Нью-Йорке, в Калифорнии это можно сделать без проблем. Так что вы теперь знаете, если вы сюда приезжаете, делаете водительские права, идете на бокс-трак, и это очень хороший вариант. Я тоже себе буду такую работу искать, просто не спеша. Пока сидел, хорошая новость пришла, откуда не ждали. Наконец-то Uber подтвердил. Теперь осталось только решить с машиной, и я смогу работать в доставке еды. Также еще пробую пройти верификацию в лифте, чтобы ездить как водитель. Потому что я когда брал такси и общался с водителями, они говорят, что реально заказы нон-стоп. Поэтому, надо попробовать. Не попробуешь, не узнаешь. И здесь рядом межинтернациональный аэропорт, или как там правильно сказать, в общем, со всех стран сюда прилетают. Должны быть заказы. Говорят, самый большой минус, это если заказ в Нью-Йорк, потому что, когда ты приезжаешь по лифту или по Уберу в Нью-Йорк, ты не можешь вернуться назад. Так как, чтобы в Нью-Йорке брать пассажиров, нужно сделать какую-то специальную лицензию. То есть ты как бы назад уезжаешь пустой. Но я узнал, вроде бы, как бы они уже знают адреса, и эти заказы не берут. Я не знаю, как это происходит. Может, в лифте видно адреса, в Uber, по-моему, не видно. Если вы знаете, напишите в комментариях, может, уже кто-то так работал. Все, я справился. Тесты, к сожалению, списать не получилось, потому что я дома просмотрел видео больше, чем остальные. И к тесту я пришел тоже раньше, чем все остальные. И пришлось делать самому. Но я там ответил, наверное, на 34 вопроса из 39. И когда я сдавал уже, получается, свой планшет с ответами, мне, короче, немножко помогли. Так что мне все равно повезло, можете поздравить. Теперь завтра у меня опять стажировка, будет практически то же самое, что и сегодня, только мы уже не будем ездить. Какой-то там завтра коротенький тест надо пройти, и все. В субботу у меня первый мой рабочий день. Ездить сам я буду не скоро. 2 следующие недели я буду, получается, как стажер. Будет человек ездить, а я рядом с ним, все смотреть. Оплачивается также все $22 в час. Как по мне, неплохо. За 2 недели можно научиться и приловчиться к машине, и вообще весь процесс понять, а потом уже самому будет вообще не страшно ездить. Так что я доволен. Вот такие цены. Можете поставить на паузу и посмотреть. Я заказал себе шаурму, или по-ихнему chicken roll. За chicken roll или по-нашему за шаурму я дал $8. Очень вкусно и быстро сделали. Классно, здесь очереди нет, потому что обычно такой, как жилой комплекс. У меня не будет плана 30 посылок, у меня вначале будет 10 посылок, потом через, по-моему, неделю у меня будет 15 посылок план. И после истечения 2 недель, когда мой, менеджер или
Причем человек, который будет ездить со мной, скажет, что у меня все получается, я уже выезжаю на дорогу. Вот это вообще классно. Тут нет такого, что ты пришел, тебе посадили за руль и поехал куда-нибудь, въехал. И здесь нет ограничения, что 40 часов ты должен работать в неделю. У них ограничение 60 часов. То есть, если работать 240 часов в месяц, эта зарплата будет около 5000. Я считаю, это очень хорошо. Все, едем домой. Ехал домой назад, взял тикет. Дорога вышла $3. Я уже тут 100 баксов потерял, потому что просто идиот. Как-то так. Потом, когда еще ехал назад, заметил такую штуку, что если вы едете в крайнем левом ряду по платной дороге, если лимит скорости 55 миль в час, люди едут 90, некоторые и 100 едут. Это реально плюс, можно хоть разогнаться. Всем спасибо, что смотрели это видео. Следующее видео уже будет после моего первого рабочего дня, который у меня в субботу. То, что завтра нету смысла снимать, так как будет такой же день, как сегодня. Еще раз спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Я отвечаю на абсолютно все комментарии. Всем удачи, до встречи в Америке.